Всем привет! Я приглашаю вас в путешествие в древний город Гамла. Головокружительные виды и удивительная история этого места – вот то, что нас ждет здесь сегодня. Посмотрите на эту красоту. Она будоражит душу, и от нее перехватывает дыхание. Разве можно остаться равнодушным к такой поистине божественной красоте? Итак, я приглашаю вас на голландские высоты, в Национальный природно-археологический парк Гамла. Мы выходим на обзорную площадку, откуда мы увидим древний город Гамла. Мы планируем спуститься в древний город, но вот стоя здесь, я думаю, а не погорячилась ли я? Ой, вот они. Видите? Ой, какие большие, черные. Знаете, дорога становится все круче. Я с ужасом думаю, как мы будем возвращаться. Это же будет все в горку. Посмотрите, какая крутизна. Ну не красота ли? Но вы представляете, прямо вот так, вдруг увидеть черепаху. Ну вот мы закончили крутой спуск, теперь дорога идет относительно ровно. По своему топографическому положению Гамла располагается на холме, окруженному глубоким ущельем. Холм по своей форме напоминает горб верблюда. На иврите верблюд – гамаль, отсюда и название – Гамла. И мы приближаемся к древнему городу. Гамла известна в истории как значимое место в иудейском восстании против римлян в 67 году нашей эры. Эта история была описана Иосией Флавием. Город Гамла оказал жестокое сопротивление армии римского императора Веспасиана. Вот такие катапульты римляне использовали в ходе осады города.
А это брешь, которую пробили римляне, чтобы войти в город. Прорвав оборону иудеев и разрушив городскую стену, римляне вырываются в город, но оказываются абсолютно бессильны перед повстанцами в узких улочках города. Римский отряд был уничтожен. Но Веспасиан не успокоился. На помощь отцу прибывает его сын Тит Флавий с войском порядка 60 тысяч человек, а защитниками Гамлы были лишь 9 тысяч человек. Город был взят, но защитники Гамлы не сдались в плен. Они покончили жизнь самоубийством, сбросившись с отвесной скалы вниз. Большая часть из них погибла, остальных добили римские солдаты. Грустная история. История о мужестве еврейского народа. Римляне были поражены мужеством защитников города. Иосиф Флавий засвидетельствовал, что в ходе этой битвы погибло около 4000 римлян и порядка 5000 евреев. Жилые постройки. Мы сейчас входим в один из домов. Для чего служило вот это? Написано, что это шкаф. Шкаф в стене. И еще один. Обнаруженная здесь синагога и бассейн для ритуального омовения подтверждают, что этот город был еврейским поселением. Мы видим микве, бассейн для ритуального очищения. Интересно, что здесь четко прослеживается вход в бассейн и выход из него. Вы входите в бассейн грязными по одной лестнице, по другой вы выходите чистыми. Мы входим в синагогу. Как обычно, вход в синагогу через ворота, направленные в сторону Иерусалима. По периметру лавочки, чтобы сидеть. Все очень просто, без изысков. Простые колонны из базальта, абсолютно ничем не украшенные. Все-таки небольшие украшения есть. Мы в одной из самых древних синагог в мире. Смотрите, какие виды отсюда. Интересно,
что существует связь между Гамлой и крепостью Масада, которая находится на Мертвом море. Защитники Масады под предводительством Элиэзера бен Яира были выходцами из Гамлы. И в Масаде, и в Гамле повстанцы, чтобы не попасть в плен к римлянам, покончили жизнь самоубийством. Здесь, в Гамле, они сбросились с отвесной скалы вниз. Ну что ж, мы начинаем наш экстремальный подъем вверх. Довольно крутой подъем. В конце подъема я скажу, сколько у нас заняло времени. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Это не про нас. Мы в гору. Самое неприятное не то, что это подъем, а то, что здесь большой высоты ступеньки. То есть приходится реально задирать ноги. Я справлюсь, клянусь. Я дойду. Я села отдыхать и хочу с вами поделиться. В Израиле, куда ни ступи, обязательно найдется что-то самое-самое. Вот здесь, в Гамле, это самый высокий водопад в Израиле, 51 метр, самое большое гнездовье орлов и одна из самых древних синагог в мире. 3 места самых-самых. О, на кого я похожа! Ветрища, ужас! Ой. Ну что, ребята, я не опозорилась и дошла. Весь подъем занял 20 минут. О, это было тяжело. Вот еще одна катапульта. Ого, какое ветрище! Ужас! Смотрите, вот там на горизонте виден Кинерет, Галилейское море. Ну что ж, мы прощаемся с древним городом Гамла и направляемся по загадочной дороге дольменов к самому высокому в Израиле водопаду Гамла. И об этом наш следующий фильм. Оставайтесь с нами, будет интересно.